Я вышел, потому что зимой, осенью прошлого года курс рубля внезапно опустился и практически в 2 раза. И, насколько я понимаю, Александр Порфирьевич там появился в связи с этим, и начинается зачистка банка. Но нам ничего об этом не говорят. Я считаю, это неправильно. Вслепую должны мы включать в совет, исключать из совета. Это что, как путевку дали в санаторий, поехал, а другому не дали. Должно быть обоснование. Человек очень опытный. Он везде работал. Главное управление Центрального банка по Москве, операционное управление, отделением работал, снова. Вот. Специалист, только работал по этой сфере. Значит, нашла коса на камень. Кому-то не понравился. Видимо, неуправляемый. Видимо, он мешал падению курса. Надо убрать. Но это наши домыслы. Поэтому так не годится. У нас единственная функция – влиять на кадровую работу. Мы утверждаем здесь кандидатуры руководителя ЦБ, членов Совета. А нам позволяют технически к этому подойти. Хотя у нас и претензии есть к Центральному банку. Вот мы обратились уже от ЛДПР, чтобы не повышать ставки на ОСАГО. Зачем это делает банк? И нам ссылаются на курс доллара и рубля. Непонятно, какая связь. Мы ОСАГО платим в рублях. Вот. Мы предложили заморозить ОСАГО до 2017 года. И до этого Центральный банк все время бил по нашим автомобилистам и транспортный налог, и эвакуаторы, и цены на бензин. Вот теперь взялись за ОСАГО. Валютная ипотека. Стоят люди по всей стране. Их не так много. Никто не должен здесь как бы спекулировать. Все депутаты готовы помочь. Но почему в банковской сфере гражданам не разъясняют? Если он берет, так сказать, делает какой-то вклад или, допустим, приобретение, в данном случае ипотека в валюте, надо же предупредить, что курс может измениться. Люди исходят еще из советской привычки. Курс рубля всегда был твердый, там, по 50 лет. У нас были одни и те же бумажки, и мы не обращали на курс доллара. Он стоил 65 копеек за доллар. Кстати, правильная цена. Он и стоит столько. То, что сегодня мы платим в 100 раз больше, 60, это сделали люди в нашем ЦБ и в Федеральной резервной системе. Совершенно искусственный курс рубля. Ну вот, в данном случае ответственность ЦБ должна быть. Мы ее не чувствуем. Мы утверждали Набиуллину здесь. Ну, Игнатьев нас не устраивал. Набиуллина. Сколько лет уже? Ни разу не было нормального руководителя банка. Геращенко был при советской власти. Потом мы его вернули, потом его правительство опять выдавило. Наиболее опытный был банкир. А сегодня мы не видим, что это за обвал рубля в конце года. И почему коммерческие банки знают, что будет на завтра с курсом рубля, а ЦБ, Минфин не знают. Что это такое вообще? Получается, коммерческие банки – это опять вариант дефолта, когда в пятницу кое-кто знал, что в понедельник сбросят все эти ГКО. И они сбрасывают в пятницу под хорошие цены, а мы все в дураках остаемся. И обогащается определенная элита. И она обогащается уже много-много лет. И разница в доходах 1 к 100. Один получает, там, не знаю, 1000 рублей, другой 100 тысяч. Но это еще терпимо. А потом переходит на миллионы. И есть чудаки, которые у нас в день получают миллионы. Такой зарплаты нигде в мире нет. Почему бы нашему комитету по социальной политике какое-то ограничение ввести? Что не может быть зарплата, допустим, более 500 тысяч в месяц. Или налог на сверхдоходы. Мы уже предлагали. Сверхбольшие доходы 80% в казну. Сейчас валютные сделки проходили всю осень. Скупали на свободную рублевую массу валюту и обрушили наш рубль и евро. И пока не раздался окрик, не прекратили. Как школьники. Директор школы говорит: ребята, хватит хулиганить, там, 10 Б.
Остановитесь. Так же нельзя, это же деньги нашей страны. А теперь люди простые не смогут выплатить ипотеку. Что им делать? И теперь они должны возвращать в 2 раза больше денег. Так переведите в рубли по курсу нормальному, когда они заключали ипотеку, и пускай их ипотека будет в рублевом эквиваленте. А граждане не должны отвечать за все эти перетурбации с курсом рубля. Сейчас остановили вроде бы. Опять, то нам говорят, курс рубля связан с ценами на нефть, но нефть падает, а рубль укрепляется. Ну что это за сумасшедший рубль-то? Ну, если он связан с ценой на нефть, он должен падать, а он укрепляется. Значит, какие-то другие механизмы. Кто эти механизмы делает? Мы ничего не знаем про собственную валюту. И в этом плане нам бы хотелось, чтобы как-то ЦБ более открыто работал. Он сегодня самостоятельная единица. Кто это сделал нам? Почему ЦБ вывели из подчинения парламента и даже президента? Это самостоятельный финансовый институт. Так они нам могут устроить такую финансовую диверсию, что это нам будет очень плохо. Это в США придумали, потому что есть монополия на доллар в мире. У нас нет монополии на рубль. ЦБ нужно вернуть или в правительство, или к президенту, или к парламенту. Он не должен быть самостоятельно. Это судьба всей нашей страны. Это огромный инструмент. Он сильнее ядерного оружия. Вы можете сделать так, что нечем будет платить нашим ракетчикам, и наши ракеты останутся на земле. Самое важное, или не будет продовольствия закуплено, лекарства не будут закуплены, и люди будут голодать, не будут лечиться. А мы так просто пришел, ушел. Кто он такой, Плякин? Я вас уверяю, хорошего человека не отпустят с работы. Значит, плохой-то скажите, в чем плохой? Плохой в том, что критикуют Набиуллину? Мешаете ей в чем-то? Объясните нам, чтобы мы знали, что там есть тоже разные силы. А просто так, я считаю, недопустимо.